Программа предоставлена на сервисе iTunes U университетом Стэнфорд. Пожалуйста, посетите нашу страничку по адресу, который вы видите на экране. Перевод и озвучивание выполнены Московской бизнес-школой. Это большая честь для меня быть с вами сегодня, ведь вам вручают дипломы одного из лучших университетов мира. По правде сказать, мне не довелось стать выпускником колледжа. Наверное, сегодня я впервые так близок к теме окончания вуза. Я хочу рассказать вам 3 истории из своей жизни. Ничего особенного, просто 3 истории. Первая история о соединении точек. Я бросил колледж Рид спустя полгода после вступительных экзаменов. Еще полгода я продолжал ходить на некоторые лекции, пока не ушел окончательно. Почему я бросил учебу? Эта история началась еще до моего рождения. Моя биологическая мать была молодой незамужней выпускницей вуза и собиралась отдать меня на усыновление. Она твердо решила, что моими родителями будут люди с высшим образованием, поэтому меня должен был усыновить один юрист и его жена. Правда, за минуту до того, как я появился на свет, они решили, что хотят девочку. Итак, моим родителям, они стояли в очереди на усыновление, позвонили ночью и сказали: «Родился мальчик, он вам нужен?» Они сказали: «Конечно». Моя настоящая мать потом узнала, что мама приемная не заканчивала колледжа, отец не закончил даже школы. Мать отказывалась подписывать документы об усыновлении. Она уступила только через несколько месяцев после того, как родители пообещали ей, что дадут мне высшее образование. Через 17 лет я действительно поступил в колледж. Но по своей наивности я выбрал колледж, который был почти таким же дорогим, как Стэнфорд. И все сбережения моих родителей, принадлежавших к рабочему классу, были направлены на мою учебу. Через полгода моего обучения я перестал видеть в нем смысл. У меня не было ни малейшего представления, что я должен делать в этой жизни, и каким образом колледж поможет мне это понять. Я понимал только то, что трачу деньги моих родителей, которые они копили всю свою жизнь. Поэтому я решил бросить колледж. Я знал, что все сложится хорошо, и хотел убедиться в этом. В то время мне было немного страшно, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни. В ту минуту, когда я бросил колледж, я мог перестать посещать уроки, которые меня не интересовали, и ходить только на те, которые казались мне намного интереснее. Никакой особой романтики не было. Поскольку у меня больше не было комнаты в общежитии, я ночевал у друзей, спал на полу. Чтобы купить еду, я сдавал бутылки от Кока-Колы. И каждое воскресенье вечером я шел 7 миль пешком через весь город, чтобы съесть единственную за всю неделю нормальную порцию еды в храме Сознания Кришны. Она мне очень нравилась. И многие вещи, с которыми я сталкивался в то время, удовлетворяя свою любознательность и следуя своей интуиции, много лет спустя оказались для меня бесценными. Вот вам пример. Колледж Рид всегда предлагал лучшие уроки по каллиграфии. По всему кампусу каждый постер, каждая метка были написаны каллиграфическим почерком от руки. Так как я не посещал обычные уроки, я записался на уроки по каллиграфии. Я узнал о шрифтах с засечками и без засечек, об отступах между комбинациями букв, о том, что именно делает превосходный шрифт таковым. Это было наполнено красотой, исторической ценностью, художественным изяществом, недоступным науке. Я был очарован. Все это не имело ни малейшего шанса хоть как-нибудь пригодиться в моей жизни. Но 10 лет спустя, когда мы разрабатывали первый Макинтош, я все это вспомнил. И Mac стал первым компьютером с красивыми шрифтами. Если бы я не записался на тот курс колледжа, Mac не имел бы многочисленных шрифтов или шрифтов с пропорционально расставленными символами. Ну а поскольку Windows скопировали Mac, скорее всего, ни у одного персонального компьютера их бы не было. Если бы меня не отчислили, я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии, и у компьютеров не было бы такой изумительной типографики, как сейчас. Конечно, нельзя было соединить все точки воедино, глядя в будущее в то время, когда я был в колледже.
Но оглянувшись назад спустя 10 лет, эти точки было очень просто увидеть. Повторяю, вы не можете соединить точки, глядя вперед. Вы можете сделать это, лишь оглядываясь назад. Поэтому вы должны верить в то, что ваши точки каким-то образом соединяются в будущем. Обязательно нужно во что-то верить, в судьбу, в жизнь, в карму и так далее. Вера в то, что точки сложатся для вас в дорогу, даст вам уверенность в необходимости прислушиваться к своему сердцу. Оно выведет вас на нужную дорогу, даже с заросшей тропы, и тогда вы почувствуете разницу. Вторая история о любви и потере. Мне повезло. Очень рада в своей жизни я нашел любимое дело. ВОЗ и я основали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20 лет. Мы усиленно трудились, и через 10 лет Apple выросла из 2 человек в гараже в компанию стоимостью $2 миллиарда, в которой работало 4000 сотрудников. За год до этого мы выпустили наше самое лучшее творение, Macintosh, и мне только-только исполнилось 30. А потом меня уволили. Как вас могут уволить из компании, которую вы создали? По мере того, как Apple набирала обороты, мы наняли одного человека, который, как мне казалось, был очень талантлив и мог управлять компанией вместе со мной. И в первый год или около того все было хорошо. Но потом наши взгляды на будущее компании стали расходиться, и в конечном итоге мы поссорились. Когда это произошло, совет директоров встал на его сторону. И так мне было 30 лет, когда меня вышвырнули из компании. Я потерял то, чем я жил всю свою сознательную жизнь, и я чувствовал опустошение. В течение нескольких месяцев я просто не знал, что делать. Я чувствовал, что подставил предыдущее поколение предпринимателей. Мне передали эстафету, а я не удержал эстафетную палочку. Я встретился с Дэвидом Паккардом и Бобом Нойсом и пытался извиниться за то, что так оплошал. Это был публичный позор, и я даже задумывался о том, чтобы уехать из долины. Но постепенно я начал кое-что понимать. Я все равно любил то, что я делал. Все, что произошло в Apple, не повлияло на мое отношение к любимому делу. Меня отвергли, а я продолжал любить. Поэтому я решил начать все сначала. Тогда я этого не видел. Но позже оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что со мной могло произойти. Успешность обязывает, а я теперь испытывал непринужденность, с которой действует новичок, которому пока еще не на что рассчитывать. Вслед за этим чувством свободы наступил самый творческий период моей жизни. В течение следующих 5 лет я основал компанию Next и еще одну компанию, Pixar, и влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой. Pixar создала первый в мире фильм с компьютерной анимацией «История игрушек», и в настоящее время является самой успешной анимационной студией в мире. Примечательно, что Apple купила Next, и я вернулся в Apple, и технология, разработанная нами в Next, лежит в основе настоящего возрождения компании Apple. А у нас с Лорен превосходная семья. Я на 100% уверен, что всего этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Микстура была отвратительной на вкус, и все-таки пациент должен был ее выпить. Иногда жизнь бьет кирпичом по голове. Не теряйте веры. Я знаю, что я продолжал двигаться вперед только потому, что всегда любил то, что я делаю. Вы должны найти то, что любите. Это в равной степени касается и любимых людей, и любимого дела. Работа заполнит большую часть вашей жизни, и единственный способ получить истинное удовлетворение — сделать такую работу, которую вы считаете по-настоящему классной. А единственный способ делать классную работу — это любить то, что делаешь. Если вы еще не нашли дело своей жизни, продолжайте искать. Вы поймете, когда найдете его. И как это бывает в отношениях сильной привязанности, с годами чувство будет только крепнуть. Ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь. Третья история о смерти. В 17 лет я прочитал одно высказывание, что-то вроде «Если ты проживаешь каждый день так, как будто это твой последний день, однажды ты наверняка окажешься прав». На меня это произвело сильное впечатление, и с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы это был последний день в моей жизни, стал бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня? И если много дней подряд я отвечаю на этот вопрос «нет», для меня это сигнал. Нужно что-то менять. Помнить о смерти для меня — это важнейший инструмент, с помощью которого я принимаю значимые решения. Потому что почти все — ожидания, гордость, страх оказаться в глупом положении или потерпеть неудачу — все это ничтожно перед лицом смерти. Остается только то, что на самом деле важно.
Помнить о смерти — это лучший из известных мне способов не попасть в ловушку под названием «мне есть что терять». Ты можешь быть таким, каков ты есть. Нет причины, по которой тебе не стоит следовать велению сердца. Примерно год назад у меня обнаружили рак. В 7:30 утра сделали рентген, на котором была четко видна опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали, что этот тип рака неизлечим, и что мне осталось жить 3-6 месяцев. Мой доктор посоветовал мне пойти домой и привести дела в порядок, что на языке врачей означает подготовиться к смерти. Это означает за несколько месяцев пытаться сказать своим детям то, что ты собирался сказать им в ближайшие 10 лет. Это означает убедиться в том, что все благополучно устроено, чтобы облегчить участь твоей семьи в этих обстоятельствах. Это означает попрощаться. Я прожил с этим диагнозом целый день. Вечером мне сделали биопсию, и при помощи эндоскопа взяли клетки для анализа. Я находился под наркозом, но моя жена рассказала мне потом, что, посмотрев клетки под микроскопом, врачи расплакались. Это оказалась очень редкая форма рака, которую можно вылечить с помощью операции. Мне сделали операцию, и теперь, слава Богу, у меня все в порядке. Никогда раньше я не был так близок к смерти и надеюсь, что не буду еще несколько десятилетий. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем ранее, когда смерть была для меня очевидным, но исключительно умозрительным понятием. Никто не хочет умирать. Даже те, кто хочет попасть в рай, не хотят умирать. Тем не менее, смерть — наша общая участь. Никому еще не удавалось ее избежать. И так должно быть, потому что смерть — возможно, лучшее изобретение жизни. Это ее помощник. Она освобождает пространство для новых поколений. Сейчас это новое поколение — вы. Но однажды вы станете пожилыми, и придет ваше время уходить. Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его впустую, проживая чью-то чужую жизнь. Не поддавайтесь догме «жить нужно, опираясь на то, что было придумано до вас». Не позволяйте голосу общественного мнения заглушить ваш собственный внутренний голос. И самое главное, имейте мужество следовать велению сердца и своей интуиции. Каким-то образом они уже знают, кем вам суждено стать. Все остальное второстепенно. Во времена моей молодости издавался замечательный журнал «Каталог всей Земли». Он был чем-то вроде Библии моего поколения. Он был создан человеком по имени Стюарт Брент, и это было недалеко отсюда, в Менло-парк. Это было в конце 60-х, когда в издательствах еще не использовались компьютеры. Все делалось на печатных машинках при помощи ножниц и фотоаппарата Polaroid. Это был своего рода Google на бумаге, за 35 лет до появления Google. Аккуратно сделанный, полный идеализма и высоких понятий. Стюарт со своей командой выпустили несколько номеров каталога всей Земли. А потом выпустили последний номер. Это было в середине 70-х. Я был молодым человеком вашего возраста. На последней обложке этого последнего номера была фотография загородной дороги ранним утром. Такой дороги, по которой отважные путешественники ездят автостопом. Под фотографией были слова «Будь голодным», «Будь безрассудным». Это было их прощальным пожеланием. «Будь голодным», «Будь безрассудным». И я всегда желал того же себе. И сейчас, когда вы заканчиваете университет и стоите на пороге жизненного пути, я желаю этого вам. Будьте голодными, будьте безрассудными. Всем большое спасибо. The preceding program was brought to you by Stanford on iTunes U.
and is copyrighted by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Please visit us at itunes.stanford.edu.